Всем привет! Итак, к полудню я оказался в Путраджае. По сути, это, можно сказать, пригород Куала-Лумпура, расположенный между центром и аэропортом КЛ в Сепанге. Но при этом Путраджая — это вообще отдельная федеральная территория, субъект федерации, если бы говорили о России. Как так вышло? Город начали строить в 1995 году с одной целью — перенести туда административный центр из Куала-Лумпура из-за перенаселенности и перегруженности столицы. В итоге сейчас здесь располагаются резиденция федерального правительства и резиденция судебной власти, вместе со всеми соответствующими госучреждениями. Привет Астане, в общем. Кстати, да, Астана является городом-побратимом Путраджаи. Название города происходит от двух слов на санскрите: Путра – сын, и Джая – успех, победа. Основной туристический интерес – это центральный бульвар Персиаранпердена, на который как бы нанизано со всех сторон сразу несколько очень интересных дворцов, мечетей и памятников. Но первое, что мне бросилось в глаза при въезде в город – его безлюдность. Возможно, просто все население в 120 тысяч днем было занято работой. Но факт – бульвар выглядел абсолютно пустым. По всей его длине было, машин 10, наверное, и пешеходов по минимуму. Хотя по такой погоде это и не удивительно. Плюс 26 вроде не сильно жарко, но духота стояла невероятная. И облачность не спасала. Так что я и сам свел прогулки по улице к минимуму. Моя первая остановка – так называемая Железная мечеть. Это вторая по значимости мечеть Путраджая, хотя по площади она в 2 раза больше главной. И это не совсем типичная мечеть в плане архитектуры. Она построена с использованием самых современных материалов и технологий, но без некоторых ключевых особенностей традиционных мечетей. Например, у нее нет минарета. А железной ее называют из-за технологий, примененных при строительстве. 70% конструкции здания изготовлены из стали. Мне удалось прогуляться внутри мечети по ее территории и залу. Везде было тихо, прохладно и очень чисто. Но больше всего мне понравились зеркальные бассейны с классными видами на город. После обеда я немного погулял по центральному бульвару и соседним улочкам, но жара меня просто выматывала. Так что я решил по-быстрому заскочить еще на главную площадь Путра и ехать дальше. Рядом с площадью Путра находятся 2 очень интересных объекта. Первый – дворец Пердена Путра, резиденция премьер-министра страны. Монументальное и довольно красивое здание. А второй – мечеть Путра, главная мечеть города, она же Розовая мечеть. Когда я до нее добрался, там шла служба, так что даже мысли зайти внутрь не возникло. Такое народное название мечеть получила из-за узорчатого купола, сделанного из белых и розовых гранитных плиток. После площади я поехал дальше. К вечеру я планировал добраться в Малакку. Но ехать решил не по прямой, а через дороги Б-19 и Н-32. Это извилистая дорога через джунгли в горах. Рассчитывал на красивые виды по пути, а поймал там дождь и перекрытую дорогу. Причем по пути хотел еще заскочить в довольно красивый Нирвана Мемориал Парк. Но он в этот день оказался закрыт. В общем, пришлось вернуться с полпути и не спеша прокатиться до Малакки по шоссе номер 1. Заодно просушился по пути после дождя в горах. Платные автобаны я решил в этой поездке не использовать, они слишком скучные.